Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня передача идет в крайне необычном месте, не в каких-то привычных студиях, а в представительстве Республики Саха-Якутия в столице нашей Родины, городе-герое Москве. Наше внимание проекта «Геоэнергетика инфо» к самому большому субъекту Федерации, к самой большой республике в составе России совершенно не случайно. Якутия, даже не будем касаться Чаянинского месторождения, которое является одним из ресурсных источников для силы Сибири. Давайте посмотрим на энергетический комплекс Якутии самыми широкими мазками. Если сравнивать рост спроса на электроэнергию средний по России 1,5%, в Дальневосточном федеральном округе, в состав которого Якутия входит 2,7%, в 2 раза быстрее, а в Якутии вот уже несколько лет 8% в год. Поскольку спрос на электроэнергию – это такой интегрированный показатель темпов развития республики, можем просто констатировать, республика Саха-Якутия развивается быстрее всех в России. Просто факт. И развитие не останавливается. Сейчас одновременно на территории Якутии ставим двоеточие, просто перечень. Росгидро расширяет мощности Якутской ГРЭС-2, газовой мощности Нирингринской ГРЭС угольной. Интеррао строит Новоленскую газовую электростанцию. Газпром Энергохолдинг готов приступать к строительству Южной Якутской. Опять же, газовой, разумеется, по названию. И в Устьянском районе Росатом строит первую в мире атомную станцию малой мощности наземную. Так что, я думаю, передач, посвященных Якутии, у нас будет много. Но сегодня немножко о другом, не об энергетике, как бы странно это ни было. Есть общий закон для существования, развития любого проекта, неважно в какой отрасли энергетики, всегда есть самая важная составляющая – люди. О нехватке кадров в России в последнее время говорят много. Интерес стал уже не только со стороны государства, но и со стороны многих крупных компаний. Компании приходят в вузы, в колледжи. Компании организовывают какие-то курсы для того, чтобы люди могли осваивать специальности просто на месте. Отдельная строка, раз мы вспомнили про атомную корпорацию, это проект школы Росатома. Ведет тоже уже несколько лет во всех своих закрытых городах, но такой проект повторить невозможно. Если говорить о Якутии, то, наверное, тот проект, о котором сейчас говорят больше всего, чаще всего, во всяком случае, это Ильгинское угольное месторождение. Уникальный для России проект. Такие объемы добычи с одного месторождения, то есть в одном месте, у нас больше нигде нет. Строится Тихоокеанская железная дорога, тоже, надеюсь, все наслышаны. И в Якутии идет действительно уникальный, опять же, проект. Вот Якутия, почему-то все время слово «уникальное» рвется и рвется. Видимо, республика такая. Идет проект, который называется «Точка будущего». Образовательный проект, совершенно необычный. Казалось бы, логика подсказывает. Если этим занимаются люди из компании «Ильга», значит, это подготовка людей для проектов группы компаний. Нет. Это действительно общеобразовательный проект. И решение о том, как продолжать образование, как использовать свое образование, дети принимают сами, без всяких обязательств перед фондом. И поскольку про образовательные проекты от меня услышать толкового что-то не приходится ждать, я очень рад, что сегодня согласилась дать интервью Анастасия Харитонова, руководитель пресс-службы группы компании «Ильга». Анастасия, добрый день. Здравствуйте, Борис Леонидович. Анастасия, расскажите, что это за проект, чем он отличен от всех других? По секрету, это уже не первый проект, это уже расширение имеющегося опыта. И первый вопрос, который приходит в голову, наверное, всем. Обучение в точке будущего – это дорого, очень дорого или очень-очень дорого? Рассказывайте. Обучение в точке будущего – это бесплатно, полностью и абсолютно. Про точку будущего я могу рассказывать действительно бесконечно, но давайте начнем с вообще зарождения идеи этого проекта. У нас есть наш главный акционер Ильги, Альберт Аликович Авдалян. В 2013 году ему пришла идея решить проблему сиротства в Иркутской области. В тот момент, в 2013 регион был первый красный по количеству детей-отказников. И он хотел построить большой детский дом, где у детей будут комфортные условия для дальнейшей социализации, для развития, для роста, для жизненных перспектив. Наняли команду аналитиков.
стали анализировать весь этот процесс и поняли, что если построить крупный детдом с невероятным масштабом, как делает все наше руководство, то это, наоборот, еще больше будет стимулировать отдавать детей. И тогда мы решили, что единственный способ для выживания детей и для их адаптации – это только усыновление, социализация через процесс усыновления. Вот. И тогда была рождена концепция точки будущего. Точка будущего родилась, это как некий космический корабль, который приземлился в центре Иркутска. Там же есть большой поселок, где 20 домов для приемных семей, которые занимаются профессиональным родительством. У нас уже в проекте больше 115 усыновленных детей, которые живут при поселке. Вот. Соответственно, дальше мы стали проводить архитектурный конкурс. Провели архитектурный конкурс по всему миру совместно с конструкторским бюро «Стрелка». Выбили у Цебры, это датское бюро, наш проект. Потом при помощи Юнка Project компании мы адаптировали всю эту историю под российские и сибирские реалии. И у нас получилась невероятная история, где обучают все, начиная от архитектуры. Как вы видели на фотографиях, то в школе очень много стекла, очень много воздушных пространств. Там у нас нет помещений, где полностью все стены. То есть обязательно одна стена должна быть стеклянной или полностью стеклянное пространство, чтобы не было угла для буллинга, чтобы было все свободно. Вся мебель полностью обучающая, которая принимает участие, там парта в специальной форме, чтобы можно было в формате урока рассаживать детей по кругу. Если это контрольная работа, то одну парту ставить. Если это совместная работа, две. Ну, то есть школа оснащена по самым современным требованиям. У школы постоянно что-то появляется новое. И вот такой вот проект потихонечку в Иркутске у нас зарождался. Открывался. Вот эта идея с 2013 года у нас реализовывалась, строилась. Все было очень масштабно. Больше 20 зданий образовательного комплекса внутри находятся. Гигантские площади, больше 20 гектаров, извините. Там по зданиям у нас их намного больше. Вот. В 2020 году мы провели открытие точки будущего и позвали в Иркутской области главу республики Айсена Сергеевича Николаева, чтобы передать ему знамя следующей точки будущего, которая сейчас у нас очень быстро, темпами невероятно мощными реализуется в поселке Жатай. Анастасия, такой вопрос. Вот то, что я назвал «Школа. Точка будущего», это же такое мне пришедшее в голову название. Это ведь целый комплекс. Там и детский сад, младшая школа, средняя школа, спортивные какие-то комплекты, культурные комплекты. Расскажите. Очень много всего у нас в школьных. Вот школа действительно как образовательный комплекс существует. Начинаем мы наше обучение с детского садика. В детский сад у нас идет прием с 2 и 6 лет, если мне не изменяет память. Вот. Первично, для того, чтобы сделать выборку в Иркутской области максимально разную, чтобы дети были все максимально не похожие друг на друга, с разными целями, с разными амбициями, с разными способностями, разными талантами. Вообще проводили прием через систему рандомайза. То есть у нас можно было зарегистрироваться на сайте. Те, кто вел из иркутских родителей, отслеживал динамику стройки, те, кто принимал участие и следил за всеми нашими новостями, они знали точную дату, когда у нас будет происходить отбор. И надо было в этот момент зайти на сайт, нажать на кнопку, и в системе случайных чисел, кто первый нажал, мы тех детей зачисляли. Первично проект работал не на полную мощность. Вот, у нас комплекс был рассчитан на 1000 плюс человек, сейчас там обучается 850 плюс детей. Вот это все из-за того, что у нас есть определенное количество детей с ограниченными возможностями, и по законодательству им нужно больше пространств. Основная миссия школы – это найти, нащупать в ребенке, в каждом его талант и дать ему возможность развития, и дать ему дальнейшую возможность этот талант раскрыть и в идеале коммерциализировать, то есть сделать делом своей жизни. Поэтому школа насыщена, нафарширована, я не побоюсь этого слова, таким количеством лабораторий, что когда ты туда приходишь, единственное, о чем ты жалеешь, это о том, что у тебя нет возможности сейчас сесть за эту парту с 1 класса и учиться там, познавать себя, открывать себя. Это невероятное количество возможностей. Это доп-курсы со всем полнейшим оснащением, которое только существует, начиная от химических лабораторий, лабораторий класса физики, мастерских, гончарных, швейных, робототехники, джалинги, где ты можешь записывать свои собственные подкасты, уроки. Наш курс «Медиа будущего» — это, кстати, уникальный проект,
медийный. Вот. Я зашла, когда впервые в класс пообщаться с детьми после запуска образовательного центра. Я захожу к нему и задаю вопрос: дети, кем вы хотите стать? Вот как вы думаете, 90% детей что ответили? Ну, сейчас самое модное — блогеры. Естественно. И от этого у меня возникла история рассказать детям про конвергентный процесс создания новостей, про то, что существуют профессии кадровые, закадровые, операторские, фотографы. Ну, в общем, показать им целый спектр. Мы открыли внутри школу, которая называется «Медиа будущего», где дети производят свой собственный контент различного формата. Это наши подкасты на Ютубе, это наше шоу, это наши новости, это наша газета, это наши социальные сети. И у нас, соответственно, появляется целый пул медийных профессий, где наши выпускники уже конкретно после выпуска школы могут идти работать, могут работать фотографами, могут работать операторами, и могут в целом вообще создавать достойную конкуренцию в медийном иркутском цикле. Вот, все делают, дети схватывают, детям интересно, дети в восторге, дети учатся быть ведущими, корреспондентами, дети интервьюируют интересных гостей, которых мы им привозим, создают вопросы. И мы постоянно донасыщаем школу. То есть, например, у нас была история студия подкастов «Джалинго», где у нас учителя записывают в общий доступ различные уроки, различные советы, которым пользуются другие фонды, другие школы, которые, возможно, лишены такой ресурсной базы или которые находятся в постоянной динамике, в постоянном развитии. У нас есть невероятное количество. Моя одна из любимых – это FabLab, куда ты можешь прийти и научиться класть плитку, чинить сантехнику, работать с электроникой. Ну, то есть такой базовый стандартный домашний навык, который могут получить как девочки, так и мальчики. Но мы пошли дальше. Мы придумали интересную коллаборацию. Вот сейчас у нас был крупный проект. Мы подумали о том, что у детей самая незагрязненная призма восприятия действительности. И мы с детьми нарисовали брендбук Иркутского региона, разработали 4 вида принтов, которые мы назвали «Эндемика Байкала», «Калейдоскоп Бурятии», и различные вещи, там другие, которые были связаны с Иркутской областью, как дети это видят. Эти принты мы запатентовали, нанесли на плитку, изготовили мебель и поняли, что это интересный проект с точки зрения его культурной составляющей. То есть мы получили не просто объекты мебельные, мы получили объекты культуры и искусства. И мы договорились с местной галереей, галереей Бронштейна, на выставку. Выставили наши экспонаты нам, произвели невероятный фурор. Нам изначально дали бесплатные 2 недели, потом мы стояли там 4 месяца. И приехал на Байкальский лед кто-то из китайской партии. Нас заметили, нас позвали в Пекин, и мы вот только вернулись с 20 детьми, которые принимали участие в нашем проекте «Измерение будущего» из Пекина, где мы экспонировали нашу мебель. Вот такой проект, который с заделом на будущее, это там одна из, в том числе, внутренних и детских инициатив, и мы сохраняем возможность ребенка вернуться в точку будущего, когда он выпускник. То есть, если, например, у нас есть дети с ограниченными возможностями, вот они всегда знают, что они могут вернуться, найти свое место за общим столом, что-то изготовить и вот получить зарплату, получить признание, в том числе и международное. Когда проект запускали, я детям обещала, что проект выйдет на международный уровень, но получилось это быстрее даже, чем мы планировали. Невероятно пользуется спросом у детей робототехника. Вот мы победители различных соревнований. Есть также большое у нас творческое русло направление. Это танцы, это вокал, это театральная студия. Это в том числе наша студия интервью в «Медиа будущего». Ну, в общем, школа – это как отдельный мир, куда хочется и хочется возвращаться. Ну, вот вы произнесли кодовое слово КБ «Стрелка», конструкторское бюро «Стрелка». Если кто-то не в курсе, это конструкторское бюро, которое конструировало города Норильск, практически всю нашу Арктику. То есть сомнений в том, что вот архитектурный проект вписан в Иркутск с его зимними морозами, тоже сомневаться, в общем, не приходится. Я так понимаю, что и в Якутске они вам тоже помогают. Ну, помогают. Они помогают нам, более того, они делали нам мастер-план Ильги. Вот, у нас был тоже такой интересный с ними спецпроект. В Якутске, по проекту, который мы сейчас реализуем в Жатае, мы просто адаптировали тот проект, который мы уже совместно со «Стрелкой» в тот момент реализовали с бюро «Цебра». Вот, у нас другой подрядчик для адаптации, мы оптимизировали все структуры. Отличаться визуально будет, но не сильно. Мы добавили туда арктические коридоры. Это сделано для удобства и разницы температур, чтобы детям после автобусов, у нас же еще полностью бесплатная вся логистика, мы изучили весь Иркутск
и поняли, какие надо делать точки для сбора детей, чтобы привозить их в школу. То есть у вас не только те дети, которые живут рядом со школой, вот в этих Абсолютно, построенных да, вами да. домами, но и У нас самые дети, обычные дети из города. да, у нас самые обычные дети из города, это основная масса детей, которые учатся. Мы даже шутили про то, что мы развернули миграционные волны. То есть если раньше переезжали за образованием в Москву и в другие центры, то сейчас люди, наоборот, стремятся в Иркутск, чтобы попасть каким-то образом в нашу точку будущего. Вот у нас есть определенное количество маршрутов, где мы ежедневно забираем детей. Вот, и мы увидели, что там, они из-за тяжелых зим снимают куртки, потом опять надевают. И в Якутии шеф принял решение построить арктические коридоры, чтобы было удобно заходить туда, после автобуса можно не переодеваться. Вот так визуально мы составляем нашу космическую тарелку, назовем это так, полностью сделанную из стекла. По-моему, по-другому и не происходит. Даже у Министерства обороны тоже есть объекты, где все внутри, чтобы не надо было выскакивать на эти минус 50-60. Детям тем более такое. Вот и в Жатае уже вы можете, проезжая мимо, посмотреть нашу четкую круглую форму. Она уже просматривается. Стройка идет очень быстро. Давайте сначала не про стройку. Я вот не представляю, а где вы набираете преподавателей, вот остальной персонал, который работает в школах? Если Иркутск — это только люди из Иркутска, или есть желающие переехать в глубину, как там это было, в глубину сибирских руд? Где вы их берете? И чьи методики используются? Или вы самостоятельно какую-то разрабатываете? Давайте, может быть, там это отдельная такая большая история. Вот, мы ее расскажем по мере реализации проекта. Я думаю, что мы сможем поговорить об этом уже в декабре, так как сейчас наша рабочая группа настраивает эту работу. Вот, безусловно, Нет, раскроем... в Иркутске там все свои или кто-то приезжий? Вот где вы взяли педагогов? Таких, что Мы вот обучали, в именно в Иркутске обучали. То есть за определенный период до старта работы школы у нас был в тот момент подрядчик, с которым мы работали. Вот, они проводили мастер-классы, обучение, адаптацию, работали по подготовке системы тьюторов, так как у нас есть большая система и кураторы, и тьюторы, и педагоги. Да, действительно, существует большой кадровый голод в этом направлении. Это мы не скроем, да, то есть у нас на определенное количество выпускников педагогических вузов запрос раз в 5, наверное, больше по количеству таких педагогов, которые нужны в России. Вот, в целом применяем индивидуальные технологии для поиска учителей, вот, но все проходят все равно нашу внутреннюю систему, внутреннее обучение, где основой является это, понятно, что, безусловно, любовь к детям. Ну, теперь, наверное, уже будет полегче, потому что если вы будете подбирать коллектив для Якутска, вам есть возможность их свозить, показать, как все это работает уже живое. Но мы уже, кстати, это делаем. У нас есть в Якутии еще одна подопечная небольшая школа, вот, которая находится в поселке Кысылсыр. Вот, и мы сделали ее полностью реставрацию. Кстати, непосредственно с КБ «Стрелка» мы это тоже проводили. У нас была задача муниципальную школу по стандартному формату 70-х годов привести в современное состояние за лето, потому что строительный сезон очень короткий. Вот, задача была фактически невыполнимая. Выехали ребята-эксперты из КБ «Стрелки». Ну, в итоге, если уж говорить метафорично, школа была вывернута наизнанку и собрана в кратчайшие сроки с применением всех технологий, которые только существуют. Вот проект, который, кстати, мы тоже готовы им поделиться бесплатно с другими промышленниками, потому что коробка типовая. Вот, мы полностью там и за проект заплатили, и поняли все проблемы по модернизации. И вот у нас в Иркутске есть единый методический день, где мы собираем педагогов. И сейчас мы обязательно зовем к себе педагогов из Кысылсыра, зовем вот на последний, мы звали совместно с Якутским министерством образования уже небольшое количество преподавателей. Вот. Ну и плюс понятно, что мы там дружим уже с учителями, советуемся, рассказываем, показываем. Вот. Ну и приезжали, смотрели, как это все устроено. Мы делимся опытом, и более того, нам очень хочется быть шире как ресурсный центр. Точка будущего и так работает как ресурс. Мы обязательно делимся со всеми педагогами Иркутской области по тем кейсам, которые мы провели успешно, неуспешно, потому что негативный опыт – это тоже опыт. Конечно. И мы открыты к предложениям, мы открыты к сотрудничеству, мы открыты к дележке этого опыта. Поэтому в любом случае уже начинаем формировать эту всю историю. И понятно, что внутри
нашему преподавательскому составу будет выделена рабочая группа для подготовки кадров, для быстрой адаптации. Мало вам угля, вы теперь превращаетесь в небольшой педагогический вуз, маленький такой. Ну, у нас же это, да, внутри, то есть внутри этого проекта, внутри точки будут, то есть у нас даже, кстати, была интересная акция, такая коллаборация с Якутией. У нас был экологический запрос от школ в Нерюнгри. И мы с педагогами из «Точки будущего», у нас такие там замечательные есть девочки, вот, которые ведут дополнительное образование, вот, и мы с ними разработали маленький экологический курс и приехали втроем в Нерюнгри мы это называем гастроли по местным школам, где мы рассказывали об экологии, делали замечательный мастер-класс по тому, как из переработанной старой одежды можно пошить, например, игрушки для кошки. Вот, и запустили такую историю. Всем нравится. То есть учителя, у нас такая невероятно молодая, амбициозная, интересующая, любопытная команда, вот, которая в целом под силу решит, наверное, любую задачу. Вот, все замотивированы, всем интересно поработать с людьми и детьми разного формата. Всем интересно развиваться, что-то смотреть новое, делиться опытом опять-таки. Ярмарка у нас есть замечательная, нам очень нравится, я это называю рекуперация добра. Например, дети проводят рождественскую ярмарку, где каждый выступает со своей продукцией, со своим каким-то коммерческим предложением. И все деньги, которые они собирают с этих продаж, они придумывают все вместе школьным советом, кому они помогут. То есть в прошлый раз они брали фонд при Ангарье, вот, помогали конкретному какому-то ребенку. Ребята действительно молодцы, и вот эта вот рекуперация добра, это, наверное, и есть основная миссия «Точки будущего». Когда дети сами приходят к тому, что они хотят кому-то помогать, когда не понимают, что они хотят делать мир лучше, и когда они знают, как это делать. Ну, я так понимаю, что проект в Якутске, он не может быть полной копией Иркутска, ну, хотя бы потому, что здесь еще холоднее, здесь само здание, вот те жилые учебные корпуса, которые вы строите, это же вечная мерзлота, то есть здесь вообще все по-другому, и в какие сроки вы вообще собираетесь все это построить? Ну, в ближайшее время. В ближайшее время школа запустится. Мы строимся действительно очень быстро. Отличия какие будут? Об этом тяжело говорить, но могу сказать, что там будет самый крупный зал художественной гимнастики, который есть в Якутии. Там будет, многие говорят, что будет специализация на IT, на робототехнике, на киберразвитии. У нас специализация на том, чтобы нащупать в ребенке его таланты и раскрыть их. Ну да, кому-то подойдет IT, да, а кому-то не подойдет. Совершенно другого. Вот, поэтому наша основная задача – это дать детям как можно больше разных возможностей себя попробовать. Вот, поэтому мне кажется, что термин про специализации на IT, который довольно часто употребляют в якутской прессе, он ошибочный. Вот, у нас будет возможность, у нас будут оборудованные классы. Вот, естественно, мы следим и киберобучение. Кстати, наш проект угольный, Ильгинский, поддерживает команду «Хотоспорт». Вот, они стали чемпионами России. Вот, киберспортсмены мы ребят очень любим и ждем их на наши постоянные мастер-классы, которые мы хотим в «Точке будущего» внедрить, чтобы действительно ребята рассказывали, что такое киберспортсмены вообще в целом в 21 веке. Вот, возможно, сделаем какую-то внутреннюю коллаборацию и с этими ребятами, которые уже несколько лет находятся под нашим ильгинским крылом. Вот, мы в теплых взаимоотношениях. Вот, сильнейшая база робототехники из Иркутска. Наши ребята постоянно летают на различные соревнования. Вот, тоже я думаю, что мы это все отладим. Выборка останется такая же. Бассейны, невероятное количество лабораторий, дополнительные кружки, наши медиа будущего. Может быть, каким-то образом удастся нам сколлаборировать с местным производством, с местной киноиндустрией. Я часто бываю в Якутске. Документальное кино, это да. Это уж... Не только документальное, и художественные замечательные фильмы есть. Часто мы бываем в квартале труда местном. Вот, мы уже подружились со многими, кто там есть, посмотрели, как у них там устроены все вот эти вот... Ну, не будем загадывать. Вот, пока вот в школе есть все и даже больше. Проект на старте, на самом деле, в Якутске. Будут только жатайские дети или с столицы тоже будут приезжать? Автобусы запустите? Ну, конечно, там же, во-первых, запустили уже удобную дорогу, там что ехать от Якутска совершенно нечего. Вот. Да, будем также прорабатывать маршруты, да, будет также весь отбор с Якутска.
Вот. О правилах отбора мы сообщим чуть позже. Проработаем. Сейчас у нас наша группа рабочая соберется. Но сайт уже готов, можно следить. Ну, конечно, Объявите. да, объявим. Безусловно, сайт очень красивый, сайт готов. На сайте мы публикуем динамику по строительству, чтобы можно было все посмотреть в прямом режиме. Вот, Посмотрим, сайт, да, покажем, потому что стройка в Якутии – это действительно такое не совсем простое искусство. Это точно не центральная Россия, там все по-другому. Ну, а как на вас смотрит руководство Якутии, руководство города? Вы с ними подружились, не подружились? Ну, Они конечно вас же, любят, не подружились. любят? Конечно же, мы Помогают? находимся в плотном, дружеском, самом теплом взаимодействии. Оказывается, поддержка на всех уровнях, которая только возможно. Но из-за этого мы видим темпы. Да? 11 октября 2022 года была заложена первая свая. Это было пустое абсолютно поле, куда прилетали руководитель нашего фонда «Новый дом», безусловно, глава республики. 11 октября 2022 года. Поле, где прыгают суслики. 2024 год. Полностью вырисованное гигантское здание на площади около 27 гектар. Обязательно посмотрим на сайт, потому что я уже пытаюсь понять, сколько свай пришлось вернуть, чтобы вот все это выросло. Сваи безумное количество. Во-первых, сваи там 12-метровые. Сваи, если мне не изменяет память, больше 4,5 тысяч. Ну, это Якутия, там все вопросы со строительством, с обеспечением энергии, электрической, тепловой, это всегда сложно, всегда непросто. Надо, чтобы вы справились, я думаю. Ну, такой вопрос вот, про точку будущего, хотя бы приблизительно, мы уже представление имеем. Но это же не единственный, наверное, общественно такой образовательно-культурный проект, который вы поддерживаете в Якутске. В Якутии. В Якутии. Ну, давайте начнем с того, что точка будущего – это как сердце, да, которое у нас внутри бьется. То есть это история, которую зародил наш акционер, он нас всех ей замотивировал, и все действительно точка будущего занимаются как проектом своего сердца. У всех там никого точка будущего не оставляет действительно равнодушным. Вот. Это место, которое невероятно заряжает, мотивирует, оно позволяет общаться. То есть у нас, правда, невероятные дети. Одно общение с ними чего стоит. Безусловно, это не единственный проект, который мы поддерживаем в Якутии. У нас их целое множество. Если мы там уходим недалеко от детско-молодежного сектора, у нас есть фестиваль «Муса Стар», который мы инициировали, когда компания начала свою работу в 2020 году в регионе. И до сих пор поддерживаем. Это невероятный большой фестиваль, масштабное событие с треками, обучающими для детей со всей Якутии, с привезенными крупными спикерами, со звездами, с возможностью у детей попробовать себя в различных новых направлениях. Вот «Муса Стар» мы поддерживаем, вот, надеемся, что он будет тоже развиваться. На самом деле вопрос был с подвохом, потому что одна передача вот «Точка будущего», а я сейчас так намекнул, что могут быть и дальнейшие встречи, потому что есть что рассказать не только про уголь, не только про железную дорогу, хотя это тоже, конечно, хотелось бы услышать. Но вот, Республика невероятно креативная, республика невероятно творческая. Я уже жду не дождусь, когда мы сможем запустить детей в школу, мы сможем поработать с ними, когда мы сможем запустить наши новостные форматы, когда мы сможем советоваться с детьми, какие продукты информационные, ну, то есть это именно мой сектор, да, и действительно мне очень интересно, что придумают, что изобретут, и как наша площадка повлияет на их будущее, на их перспективу. То есть сейчас у нас проект существует уже 5-й год у него, 1 сентября будет небольшой юбилей, 5-й год работы. Юные. Вот, юные, но мы видим уже динамику изменений. То есть для нас это, наверное, основная жизнь, когда мы видим детей, которые заселялись там в те же домики, да, для приемных семей, когда семьи туда переезжали. И сейчас мы видим совершенно других детей, какая у них произошла динамика, какая у них произошла внутренняя эволюция, какое у них произошло расширение их границ, вот, какое у них произошло. То есть это даже поездкам. Я проводила свечку в конце нашей поездки в Пекин с детьми, когда они рассказывали о тех эмоциях, новых знаниях и собственных открытиях, которые они совершили за эту неделю пребывания. Но это было что-то невероятное. И вот мы очень благодарны там, руководству нашего фонда за то, что они дают возможность прикасаться к этим проектам, не побоюсь этого слова, менять реальность в лучшую сторону, вот, и давать детям действительно очень большое количество возможностей.
Ну и подход, на самом деле, совершенно необычный. Я просматривал самые разные образовательные какие-то варианты. В вузах, в колледжах все готовят для себя. И только вот ваш фонд готовит дети. Вы готовитесь к жизни, а как вы ее будете для себя строить, решайте сами. То есть вы не затаскиваете их на себя. То есть это действительно вот благотворительность в чистом виде. Ну, спасибо нашему руководству, что оно умеет так мечтать. Вот, это раз. Вот. Хотелось бы еще заметить, что несмотря на то, что проект полностью весь благотворительный, у детей в школе бесплатно все, начиная от их попадания в школу, это вся логистическая нагрузка, все питание несколько раз в день. Это форма классическая, потому что мы формируем культуру ношения костюма, разрабатываем красивые костюмы, сорочки для детей. Это спортивная форма невероятная, из которой дети не вылезают. Она у нас очень качественная, стильная, интересная. Мы ее называем теплая форма и форма короткая для спортивного зала. То есть это полностью все оснащается руководителем нашим, ну, руководством фонда. И мы платим НДС. Помимо всего прочего, с этого еще и налоги идут. Да. В обычных случаях, наоборот, поощряют, какие-то налоговые льготы придумывают, но закон есть закон, я так понимаю. Надо платить, значит, надо платить. Ну, мы надеемся, что когда-то присмотрятся в эту сторону с точки зрения законодательства, потому что мы по факту в законодательстве имеем два вида школ. Это государственные и это частные. Вот. Но частная бесплатная школа – это действительно прецедент. Прецедент, мало того, вы еще не забираете к себе выпускников. Никакой барщины, там, обязательств работать только в группе компании «Ильга», ни шага в сторону. У нас даже профильного класса нету, скажу вам так. То есть сейчас еще помимо создания школ, как вот вы приводили пример Росатома, есть профильные классы. Это такая очень модная история. Вот у нас профильных классов нету. Очень необычный подход. Я очень надеюсь, что проект удастся. Он уже удался. В Якутске он будет запущен вовремя, и, может быть, у вас найдутся единомышленники, какие-то другие компании. Вы же не одни такие большие, красивые, у нас их много в России. То, что за детьми нужен, действительно, детям нужен другой подход в школах. Не услуга дать образование, а воспитать ребенка так, чтобы он себя в этой жизни чувствовал хорошо, желал реализоваться на каких-то, может быть, новых совершенно направлениях, а новых направлений в этой жизни становится с каждым годом все больше, как ни странно. И мы за ними очень плотно идем и по пятам этим направлениям. Даже думали, может быть, сделать какой-то отдельный кружок по искусственному интеллекту. Да? Сейчас активно изучаем ту сторону процесса. Ну, мы всегда за все самое современное, за самое современное оснащение, за поиск новых идей, за их внедрение, за пробу их внедрения в различные из форматов. Недавно мы купили школе подарок, сделал шеф на Новый год, купил камеру, которая снимает на 360 градусов. Вот, и мы хотели сделать экскурсию свою, записать, собственно, по школе. Вот, потому что очень много людей, которые мечтают в точку будущего попасть, очень много людей, которые там несколько лет мечтают в точку будущего попасть, пишут письма тоннами. У нас на 200 свободных мест на второй год работы школы. Как вы думаете, какое количество заявок было? Ну, давайте 2 к 1. Ну, около 15 тысяч. Фантастика. Вот, заявок в точку будущего. Хотелось бы, конечно, чтобы у каждого ребенка был доступ к новым знаниям, к новым возможностям, к экспериментам, ко всему. Вот, поэтому... Возможности по-новому получать новые знания, потому что традиционно вы собрались, я прочитал лекцию, вы записали, сделайте домашнее задание, но, наверное, это уже немножко не то, что сейчас требуется, другая динамика, другой кругозор требуется, так что только творческих пожеланий. Школа полного дня, то есть ребенок полностью выполняет там все свое домашнее задание, и домой он приходит уже, ну, фактически там без каких-то своих дополнительных дел. Стараемся, адаптируем новые подходы. И, безусловно, полностью все наработки точки будущего ведутся. У нас очень сильный академический блок, который занимается настройкой системы внутри, контролем четким. Мы готовы передавать это все, делиться с другими крупными бизнесами, которые захотят в регионах своего присутствия открывать точки будущего. Мы абсолютно открыты, как я говорила, что мы работаем как ресурсный центр. Нам только в радость. Ну, будем смотреть. В Якутии действительно очень много крупных компаний. Не выезжая из Якутска, я думаю, есть кому что показать, лишь бы это действительно было интересно. Интересно не только готовить специалистов для самих себя, но и просто дать возможность детям, тем более детям с непростыми судьбами, получить путевку в будущее, как это когда говорили.
Но дети учатся, плюс точки будущего в том, что она учит социализации на всех уровнях. То есть это не только семейная социализация детей из поселка, которые были усыновлены и нуждаются в особом психологическом присмотре, но и особом внимании. Это дети и с различными ограничениями здоровья, это дети и без ограничений здоровья, это дети полноценные, это такой полноценный срез общества, который учится коммуницировать на всех своих уровнях. Анастасия, а вот хотя бы несколько слов мы про сам проект проговорили, а фонд «Наш дом», что это, для чего это? У него только один проект или больше? Или... Фонд Кто «Новый дом», это? да, фонд «Наш новый дом» называется. Очень интересная у нас история. Там изначально этот фонд был создан для реализации нашего проекта «Точка будущего». Создан он был Альбертом Аликовичем Авдаляном. И вот в процессе реализации Иркутской школы после ее запуска подключился второй акционер Ильги, Александр Сергеевич Исаев. Тоже он был абсолютно влюблен в этот проект, но в него невозможно не влюбиться. И вот он решил паритетно помогать с реализацией якутского проекта «Точки будущего». Он у нас вышел крупнее, масштабнее, там оптимизированы все вещи, начиная от академических внутренних, заканчивая архитектурными, как я уже рассказывала, практические коридоры. Вот поэтому вот у нас случилось так, что этот хороший пример стал заразительным. Ну, надо продолжать. Согласна. 2 человека хорошо, но на самом деле для Якутии республика растет, вернулся миллион населения, так что молодежи там, по-моему, будет прибавляться, и только успехов вашим проектам. Я надеюсь, что сегодняшняя встреча была первой, но не последней. Большое спасибо, что нашли время. Спасибо, Борис Леонидович.